Здравствуйте, друзья! Меня часто спрашивали, почему я не уделяю внимания таким бюджетным и удобным решениям для умного дома, как реле Sonoff, ну и другим аналогичным на базе платформы ESP8266. Лично для меня до некоторого времени эти решения были довольно бесполезны, так как управление через MQTT сервер подразумевал только один управляющий инстанс. У меня же на данный момент 3, и мне нужно обязательно, чтобы каждое такое устройство могло управляться параллельно с нескольких инстансов. С недавнего времени вышло решение, позволяющее управлять вот такими вот устройствами типа ESP8266 не через MQTT сервер, а благодаря нативному API, которое называется ESP Home. И об этом будет мой сегодняшний обзор. Итак, для начала мы рассмотрим самое распространенное устройство на базе ESP8266. Это реле Sonoff Basic, которая управляется по Wi-Fi 2,4 ГГц, может коммутировать нагрузки до 10 Ампер, достаточно компактно, распространенно и стоит около $5. Для работы с такими устройствами нам обязательно необходим будет вот такой вот USB TTL контроллер для перепрошивки. И так как обычно контакты управления не распаяны, на AliExpress можно купить вот такие вот гребеночки, которые пригодятся для распайки контактов, либо можно это все делать напрямую проводами. Распайку я сделал на самом деле давно уже, так что сам процесс пайки я показывать не буду, но в общем-то достаточно много информации в сети. Поэтому я расскажу уже, как перепрошить такое устройство, как с нуля, так и если у вас уже стоит какая-то на нем прошивка, например, Tasmota, у меня стояла такая прошивка, и как интегрировать такое устройство в Home Assistant. Итак, поехали. Установка программной части начинается с установки Python. Скажу, что все эти действия были проделаны на штатной системе Raspbian для одноплатника Raspberry Pi 3B+, 32-разрядная версия. На данный момент с установкой на 64-разрядные Linux пока неудачно, так как на этапе компиляции уже готовых бинарников выскакивает ошибка, и судя по форумам, пока преодолеть ее нельзя. Далее я проверил наличие в системе пакета Setup Tools, он у меня уже был. И после этого можно приступать непосредственно к установке ESP Home. Все команды по мере очередности их появления вы найдете в текстовом файлике, ссылка на который будет в описании под этим видео. Далее остается установить только дашборд, чтобы работать в графическом интерфейсе. И запустить его при помощи этой команды. Если вы добавите в конце команды ampersand, то дашборд запустится в фоне. После этого можно переходить на веб-интерфейс, который находится по IP-шнику вашего устройства на порту 6052. Нажимаем на плюсик, создавая новый проект. Вводим его название. Выбираем тип платы, в данном случае это стандартный 8266. Вводим параметры подключения к Wi-Fi и пароль для доступа к самому устройству. И теперь базовая прошивка уже готова к установке. Если вы первый раз прошиваете свое устройство, то необходимо подключить его к USB TTL контроллеру и подключить сам контроллер к USB порту вашего одноплатника. Перед моментом подключения нужно нажать и зажать клавишу на Sonoff. После подключения клавишу можно отпустить. В веб-интерфейсе справа сверху в меню выбираем наше устройство. Далее нажимаем кнопку Upload и ждем завершения процесса.
Второй вариант – компиляция готового бинарника. Этот бинарник может быть использован в том случае, если у вас уже установлена какая-то альтернативная прошивка с возможностью загрузки файлов обновления. В конце процесса нажимаем на кнопку Download и сохраняем на компьютере готовый бинарный файл. Бинарник загружаем через стандартное меню обновления альтернативной прошивки, на примере прошивка Tasmota. Способ прошивки, первый или второй, в конце концов значения не имеет, результат будет одинаков. После этого давайте посмотрим, что у нас вышло. При помощи сканера сети находим IP-адрес нашего сонофа. В меню интеграции Home Assistant находим ESP Home и настраиваем устройство, введя хост и пароль, который мы указали при создании конфига. Устройство успешно обнаружено и подключено, однако пока никаких датчиков на нем нет. Возвращаемся в наш дашборд и видим, что наш проект в онлайне. Нажимаем кнопку Edit и попадаем в конфиг нашего устройства. Добавим веб-сервер на 80 порт. Добавим бинарный датчик, который будет показывать онлайн или офлайн устройство. И добавим сенсор Uptime, показывающий, сколько время устройство в онлайне. После этого сохраняем конфиг. Так как проект в онлайне, дашборд его видит, мы можем обновить его по воздуху. Сначала проверяем конфиг при помощи опции Validate. И после успешного прохождения Validate прошиваем устройство прямо по воздуху. После завершения прошивки мы можем уже заходить на веб-интерфейс самого устройства, где будем видеть добавленные наши датчики, и эти же датчики появятся в Home Assistant. На странице проекта, которая посвящена Sonoff, можно посмотреть все варианты возможного подключения сенсоров, переключателей, датчиков и прочее. Точно таким же образом, отредактировав конфиг файл и залив прошивку по воздуху, мы расширяем возможности управления этим устройством. Например, кроме уже указанных сенсоров, это будет непосредственно управление реле, это будет реакция на встроенную клавишу, чтобы можно было вручную включать-выключать устройство, и даже управление светодиодным индикатором. В Home Assistant все эти устройства видны как сенсоры, бинарные сенсоры, лампочки, свечи, и могут участвовать в сценариях, автоматизациях, полностью быть участниками всего нашего умного дома. При этом, так как нет необходимости подключаться к отдельному MQTT серверу, этим устройством могут управлять сразу несколько одновременно серверов Home Assistant. У меня ими управляет, этим Sonoff управляет сразу 3 сервера. И полностью работает обратная связь при переключении например, с одного сервера 2 других видят состояние устройства. То есть в принципе все работает так, как мне и было нужно. Надеюсь, информация в этом видео вам была полезной. Если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.